После смерти супруга пожилая Анна Петровна осталась одна в старом доме на окраине деревни. Единственный сын давно перебрался в город и несколько раз звал мать к себе. Однако женщина не хотела покидать место, где прошла почти вся ее жизнь. Однажды ранним утром Анна Петровна отправилась в соседний поселок за лекарствами. Возвращаясь домой по пустой дороге, она услышала слабое поскуливание, доносившееся из заросшего кювета. Спустившись вниз, женщина увидела 4 маленьких щенков. Они лежали на сырой траве, тесно прижавшись друг к другу, и дрожали от холода. Рядом не было ни коробки, ни миски, ни взрослой собаки. Анна Петровна поняла, что малышей просто привезли сюда и бросили. Она завернула щенков в свою старую кофту, сложила в сумку и медленно понесла домой. Женщина собиралась оставить их лишь на несколько дней, пока не найдутся новые хозяева, но расстаться с малышами так и не смогла. Она назвала их Рыжик, Тайга, Гром и Малыш. Щенки быстро окрепли, выросли и превратились в крупных, умных собак. Каждая из них имела свой характер. Рыжик был ласковым и постоянно ходил за хозяйкой. Тайга внимательно следила за двором. Гром настороженно относился к чужим, а Малыш любил лежать у крыльца и встречать Анну Петровну после магазина. Собаки никогда не проявляли агрессии без причины, но рядом с ними пожилая женщина впервые за долгие годы почувствовала себя в безопасности. Поздней осенью в деревне начали происходить кражи. У нескольких пенсионеров пропали деньги и продукты, однако преступников долго не могли найти. Однажды ночью Анна Петровна проснулась от глухого удара. В коридоре стояли 2 незнакомых мужчин, а третий пытался открыть старый шкаф, где женщина хранила небольшие сбережения. Один из грабителей приказал ей молчать и пригрозил металлическим прутом. В этот момент со двора раздался громкий лай. Мужчины не успели закрыть дверь, и в дом ворвались все 4 собаки. Они окружили незнакомцев, рычали, не позволяли им приблизиться к хозяйке. Один преступник попытался ударить Грома, но пес увернулся и схватил его за рукав. Остальные грабители испугались и бросились к выходу, однако Тайга и Рыжик перегородили им дорогу. Анна Петровна успела нажать тревожную кнопку на телефоне, которую заранее установил сын. Через несколько минут к дому приехали полицейские и задержали мужчин. Во время схватки Гром повредил лапу, но серьезной травмы удалось избежать. Женщина несколько недель ухаживала за ним, делала перевязки и не отходила от его лежанки. О случившемся вскоре узнала вся деревня, а соседи стали называть собак настоящими защитниками. Но для Анны Петровны они давно были не просто охранниками. Когда-то она спасла 4 беспомощных щенков, оставленных у дороги, а спустя годы они отплатили ей преданностью и спасли от большой беды. Эта история напоминает, что добро, подаренное слабому существу, нередко возвращается тогда, когда человек меньше всего этого ожидает. Берегите животных, ведь их верность бывает искреннее многих человеческих обещаний. Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на канал.